Всем привет! Сегодня у нас рубрика, в которой мы повторяем еду из известных фильмов, мультфильмов и сериалов. И впервые видео будет не 3, а всего одно блюдо. Но, наверное, одно из самых сложных и долгих, что мы готовили. Ну, если не брать в учет большую еду. В общем, это суп из аниме мультика Наруто. Иракская лапша! Самая вкусная! Донкатсу с добавками! Я бесплатно положил в 2 раза больше мяса! Поехали! Хотите вкусно готовить и одновременно учить английский язык? Недавно я наткнулся на курс, по которому сам лично занимаюсь. Английский по рецептам крутого повара Джейми Оливера. Курс подготовила онлайн-школа Skyeng. К слову, это самая большая онлайн-школа в Европе. Ученики школы занимаются онлайн где и когда угодно. Обучение проходит в интерактивном учебнике с личным преподавателем. То есть весь ваш прогресс, все задания и вся история обучения хранится в личном кабинете. И все это есть в мобильном приложении. Чтобы все протестировать на себе, записывайтесь на бесплатный урок. В описании к этому видео вы найдете нужные ссылки. А по промокоду Ванзай получаешь 2 урока в подарок. Учи язык вместе со Skyeng. Итак, начнем с бульона. Для него нам нужны свиные кости. Берем кастрюлю, наполняем ее водой и отправляем туда кости. Включаем газ и ставим кастрюлю на огонь. Доводим до кипения и ждем 20 минут. Всю жидкость сливаем. Это первый бульон, и он грязный. Промываем кости и подготавливаем овощи. Сначала грибы шиитаке. Каждый гриб разрезаем на 4 части. Еще нам нужен имбирь. Зачищаем его с помощью ножа. Чистим пару зубчиков чеснока. Также очищаем головку репчатого лука. Когда все овощи готовы, сбрасываем их в кастрюлю. Сверху кости и заливаем водой. Ставим на плиту, доводим до кипения и оставляем вариться на медленном огне, внимание, 5 часов. Следующий на очереди это свинина черсю. Нам нужен кусок свиной грудинки, который мы сначала отбиваем, чтобы он стал более плоским. Солим, перчим и втираем все это руками. Заворачиваем кусок мяса в рулет. Фиксируем шпажкой. Он получается толстоватым, поэтому разрежем пополам. Подливаем на сковородку масло и бросаем обжариваться наши рулетики. Обжарить нужно максимальную площадь мяса. Протираем сковородку салфеткой и заливаем 150 мл воды. Примерно 2 столовые ложки мирина, а это смесь для заправки риса, которая идет в роллы. 75 мл соевого соуса, 100 мл саке. Его мы, кстати, еле нашли, как и большинство продуктов для этого ролика. 3 столовые ложки тростникового сахара. А также отрезаем пару кусочков имбиря. Все это нагреваем и растворяем сахар. После чего отправляем в сковородку свинину. И пусть на маленьком огне все это часа 2 кипит, превращаясь в такую густую смесь. И вот что по итогу получаем. Супер красивая глянцевая свинина. Теперь приготовим маринованные яйца. Берем, собственно, сами яйца и варим сразу несколько в кипящей воде. Способ сложный, поэтому не факт, что с первого яйца все получится. Засекаем ровно 5 минут. И пока варится, подготовим сосуд с холодной водой, в который кинем еще и лед. 5 минут прошло, достаем яйца и бросаем в холодную воду. Они сразу перестают готовиться, и после такой процедуры чистятся просто в разы легче. Яйца с жидким желтком, поэтому нормально почистили всего одно из 3. То есть это яйцо в мешочек, очищенное от скорлупы. Нужен маринад. Вливаем в миску 200 мл воды. Мирин 5 столовых ложек. 5 столовых ложек соевого соуса. И 1 столовая ложка тростникового сахара. Все это замешиваем, пока сахар не растворится. И оставляем мариноваться яйцо часа на 4 минимум. Накрываем все пищевой пленкой и в холодильник. Следующий этап это нарутамаки. Для этого нам нужна какая-нибудь морская белая рыба. Я взял дорадо. Для начала ее нужно разделать. Надрезаем ее вдоль всей спины. С 2 сторон надрезаем за плавником и одним ударом отделяем голову. Далее со спины идем по ребрам, аккуратно срезаем мясо. Вот мы получаем кусок рыбы, но не совсем филейный, так как в нем еще есть кости. Убираем их просто пальцами, тянем в бок по направлению волокон. Остается срезать кожу. Чем-нибудь придерживаем хвост рыбы, а ножом идем вдоль, аккуратно срезаем мясо. Вот что по итогу получаем: чистое филе. Но остались скелет и голова. Их мы не выбрасываем, а делаем рыбный бульон. Он нам будет нужен в конце. Филе мы перекладываем в миксер, накрываем и просто превращаем в пасту.
Нужно все это хорошо подсолить и добавить 1 яичный белок. Еще раз хорошо перемешиваем. Примерно треть массы мы перекладываем в розовый краситель и перемешиваем. И вот что получаем. На пищевую пленку выкладываем белый фарш. И размазываем его ровным слоем. Поверх него идет красный фарш. Но уже оставляем по краям сантиметр пустоты. После чего просто берем край пленки и заворачиваем все это в колбаску. По краям затягиваем узлы. И просто варим в кипящей воде 15 минут. Готово. У нас остается последнее, а это яичная лапша. Разбиваем в миску 3 яйца. Немного все это взбиваем. Отмеряем по стакану муки и начинаем добавлять. Перемешиваем, пока не получится вот такое густое тесто. Также добавим масло для эластичности. Вымешиваем его до однородности и заматываем в пищевую пленку. Оставляем минут на 20. После этого оно становится супер податливым. Припыляем стол мукой и раскатываем тесто. Сверху присыпаем мукой и складываем слой за слоем. Нарезаем полосками примерно одинаковой ширины. Подбрасываем лапшу, и она расправляется. Но пока не варим. Самое время доделать наш бульон. Сливаем его через сито. Лишний жир сверху убираем ложкой. Добавляем 200 мл рыбного бульона. Открываем рыбный соус и вливаем 4 столовых ложки. Соевая паста 50 грамм выдавливаем в бульон. Хорошенько перемешиваем. И остается только растворить тот соус, в котором готовилась свинина черсю. Вот наш бульон и готов. Теперь можно и лапшу отварить. Она у нас долго лежала, поэтому местами потрескалась. Но на вкус это никак не повлияет. Варится она буквально 5 минут и без соли. Пришло время все нарезать. Вытягиваем шпажку из свинины черсю и нарезаем. Но только так, что получился красивый закрученный срез. Освобождаем из пищевой пленки Наруто Маки и нарезаем их. Похожий краситель был нежиростойким, поэтому потерял цвет. Также нарезаем зеленый лук. А еще нам нужны, внимание, маринованные корешки бамбука. В магазинах такого нету, поэтому пришлось покупать в ресторане. Лист нори. Разделяем его на 3 ровных части. Вот уже все и нарезано, кроме яйца. Разрезаем его пополам и видим просто идеальный желток. Начинаем выкладывать. Сначала листья нори. Лапша. Затем свинина черсю. Зеленый лук. Маринованный бамбук. Наруто Маки, яйцо. И, конечно же, сам бульон. Наконец-то рамен из мультика Наруто готов. Наверное, это самый красивый суп, который я когда-либо готовил. По-моему, получилось похоже. А сейчас я буду все пробовать и говорить, как оно на вкус. Наруто Маки напоминает крабовые палочки, но структура другая. Маринованное яйцо, невероятно вкусная штука, но я оставлял бы хотя бы на сутки. Бамбук, просто прикольный кисло-сладкий вкус. Яичная лапша. Получилась очень вкусной, хотя мы не добавляли в нее соль. Она сразу напитала ее из бульона. Наверное, самое вкусное из всего этого это свинина черсю. И, конечно же, сверхнаваристый бульон. Блюдо получается невероятно вкусное, но, блин, на его приготовление нужен целый день. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то просто ставьте лайки. 200 тысяч и будет новое видео из этой рубрики. Обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой инстаграм. И про канал не забывайте. Всем пока!